Всем привет, я Андрей Панюшкин, журналист в Испании. Продолжаем серию рассказов о том, как я построил дом в Горячем Ключе Краснодарского края. До строительства дома я несколько раз ремонтировал те квартиры, в которых жил. И где-то в 2008 году я понял, что у меня достаточно уже опыта жизненного, чтобы начать строительство дома. Но, естественно, я не сам все сделал, а нанимал специалистов, компании, которые приходили и строили дом. Подпишитесь на мой канал, если уже подписан, то поставьте лайк, напишите комментарий, напишите свой опыт. Напишите, что я вам не рассказал, а вы считаете, что нужно, чтобы я рассказал вам. Любой ваш комментарий поможет поднятию канала в поиске. Люди видят, что вам интересно, тоже будут писать. Ну и алгоритмы YouTube поднимают. У меня есть Boosty, Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal. Можете по любым способам поддержать меня. Я на всех этих площадках публикую, ну кроме PayPal, публикую свои эксклюзивные расследования журналистские, которые не сделал никто до меня. И у меня есть там такие вещи, что самому удивительно. Ну, это, естественно, для подписчиков. Вы, кстати, можете подписаться на меня на YouTube. И для подписчиков на YouTube я рассказываю эксклюзивный личный опыт, за который я заплатил сотни евро, по взаимодействию с бюрократическими институтами в Испании. Вот сейчас пока еще нет, но где-то 16-17 числа я вам расскажу очередной этап взаимодействия моего с некоммерческими организациями здесь в Испании в процессе получения статуса беженца. То есть я сейчас в статусе просителя убежища, еще решение по моему кейсу не вынесено. Скоро будет 2 года, как я жду этого решения. Ну вот, соответственно, где-то числа 17, наверное, я вам расскажу 17 апреля следующие практические результаты и ходы, по которым я прошел, чтобы получить помощь от некоммерческих организаций в Испании. Но это я рассказываю только для своих подписчиков на YouTube, на Patreon, на Boosty, на Buy Me Coffee. Вот. Всем остальным продолжаем рассказ о том, каким образом строить дом. Значит, я нашел в 2008 году бригаду. И у меня были мысли, как лучше строить, из чего лучше строить. Варианты были заливку делать несущих конструкций и стены выкладывать из газоблока. Второй вариант кирпичные стены и какие-то варианты, например, малопопулярные, но бывают такие варианты, использовать клееный брус или, допустим, использовать панельные, деревянные панели, такой типа американского стиля. Я сделал ошибку, и я выбрал вариант выкладывания из кирпича. Почему ошибка? Потому что к вопросу о контроле. Как выложат? Очень многое, во-первых, по срокам. То есть кирпич нужно завести и берут по оплату за каждый положенный кирпич. Проверить ты этого не проверишь. Сколько чего там кирпичей, сколько они положили. Ну, то есть, примерно можно посчитать. Но до рубля, что называется, не проверишь. Потому что, опять же, качество кладки. Завалена стена, не завалена стена. То есть, тут как бы на вопрос на доверие к исполнителям. И все равно нужно производить бетонирование, бетонные работы. То есть, нужно бетонировать... или готовые покупать.
ригели над дверьми, над, соответственно, окнами, или вы закладывать уголок, допустим, ну, минимум 50 закладывать уголок, если кирпичом выкладывать, над окнами, над дверьми, то есть нужно завозить дополнительные материалы. Что еще? Вторая ошибка, которую я допустил, это я сейчас осознаю. То, что я выкладывал дом, кирпич у меня был обычно забутовочный, а надо было сразу использовать кирпич для фасадных работ. Тогда бы, во-первых, была и теплоизоляцию можно было бы сразу закладывать. Вот. То есть положить закладные, фасадный кирпич завести, сразу проложить туда пеноплекс. Был бы готовый уже фасад. Не нужно было бы придумывать его, как облицовывать. В этом я ошибся. Вот. То есть вроде как кирпич хорошо, но плохо то, что все равно требовалась штукатурка или какая-то там декоративные панели снаружи. А тогда зачем кирпич? Можно было вместо кирпича использовать газоблок. Для Краснодарского края популярен газоблок. У него есть плюсы, минусы, типа теплопроводности у него меньше, но он больше боится влаги. Он буквально начинает крошиться под действием воды, то есть если вода будет попадать, затекать. Во-вторых, ну газоблок, вы понимаете, это очень хрупкий материал, он такой вязкий, но хрупкий, то есть туда нормально, несущая способность у него практически никакая. То есть на него ничего нельзя повесить, заливать все равно придется бетонные какие-то армпояс по газоблоку. Если бы я сейчас строил, я бы взял, купил на ближайшем заводе в станице Саратовской, там делают газоблоки, купил бы там газоблок. И из газоблока, что я, кстати, потом и сделал, когда перестраивал дом, взял бы газоблок, завез и добавил потом несущие конструкции из бетона. У меня были там в дальнейшем, я отливал вертикальные колонны. Вот. Такая была конструкция, так я это делал. Намного быстрее. По деньгам примерно так же, но сразу газоблок все-таки лучше дает теплоизоляцию. При той же толщине стены. И также нужно внешнюю отделку, типа шубы делать, какого-нибудь короеда. Вот. Зачем я тогда потратился в 2008 году на кирпич, я не знаю. При том, что не использовал облицовочное, просто выстроил из него стены. Ну вот. Учитесь на моих ошибках. Может быть, я бы сказал, что сейчас я бы поступил таким образом. Взял бы, наверное, ну, поскольку все равно нужно делать бетона, всякие заливы. Кстати, да, я вот не рекомендую использовать шлакоблочные кирпичи, шлакоблок, потому что он, мне кажется, еще, ну, как-то вот посередине между газоблоком и кирпичом. То есть он такой же гигроскопичный, как газоблок, но несущая способность у него меньше, чем у кирпича. И там еще нужно найти качественный шлакоблок. Если вы не найдете качественного шлакоблока, то он начнет у вас сыпаться. И опять же оплата поштучно. То есть вот сколько вы положили шлакоблоков, газоблоков, кирпичей, столько вы и платите. А это означает, что вы просто проигрываете по оплате работ. Как вариант, я бы, наверное, сейчас сделал таким образом. Отлил бы стены целиком из
бетона. Да, может быть, звучит это дико, но я, во-первых, сделал бы меньше стен и больше окон. Во-вторых, вот все те стены, которые мне нужны, для того, чтобы, допустим, делать перекрытие. Да, и, кстати, вряд ли бы я сейчас строил в 3 этажа. Я бы ограничился максимум двумя. Вернее, даже так, одним, 1,5 этажами. Объясню, в чем прикол. В Краснодарском крае очень жарко. И в то же время, в той части, которая вот горная, Хадыженск, Горячий Ключ, Апшеронск, Абинск, ну, много, да, то есть половина края в горном регионе, Туапсе, Сочи, Анапа, там холмики, но все равно. Обильные осадки в виде снега иногда бывают, но много, или ливневые дожди. Плоская крыша, но у соседа была, и он что-то мучился, ее переделывал на следующий год. Как вариант, но все равно нужно заливать бетоном, там плюс гидроизоляцию. И еще какой момент. Сильно греется летом, сильно, прям вот у меня на 3-м этаже, который мансардный этаж, по сути это крыша была. Летом там было без кондиционера, вентилятора, ничего делать. Заходишь туда и жарко, то есть нужно, даже если у крыши есть термозазор, все равно жарко. Ну, все-таки это юг. Я понимаю, что могут сказать, ну, при соблюдении технологий закладывали мы в кровлю эти многослойный пирог, так называемый. Был там термозазор, все это было сделано. Все равно, ребята, хотите не хотите, на этаже под крышей, на мансарде жарко. Поэтому я бы сделал так. Первый этаж, мой проект идеального дома. Первый этаж, это там, где живет ваша семья постоянно. Все ваши спальни, все ваши столовые, все ваши детские кабинеты, все. А на 2-м этаже, ну, сделать под крышей гостевые, пару гостевых комнат, то есть крыша и скатная крыша там в Краснодарском крае нужна, потому что снег бывает много и сразу выпадает, и потом он медленно подтаивает, то есть на плоской крыше может где-то подсачиваться. И вот эти вот перепады, понимаете, через ноль, все-таки лучше скатная крыша. Поэтому вот этот воздушный промежуток между крышей и солнцем, он нужен. Сделайте мансарду, то есть вот этот 1,5 этаж, чтобы если, ну, как бы, если приехали какие-то гости, ну, можно проветрить и поставить там, не знаю, кондиционер на 2-й этаж, как-то для гостей на время охладить. А вот на постоянку летом пользоваться мансардой, ну, просто тратиться будете на охлаждение. Кстати, а вот зимой на самом деле тепло, потому что снег хорошо держит температуру. Тепло. И все тепло поднимается вверх, так что зимой на мансардном этаже прекрасно. Вот. Никакое отопление не нужно практически. Вот. Хорошо греет. Но мы потом будем обсуждать по отоплению. Да, вот нужно упомянуть о том, что я для своей кровли использовал так называемую гибкую кровлю Шинглаз. Прекрасно. Можно практически одному все делать, но есть один нюанс. Прекрасно горит, как я выяснил на собственном опыте. Сгорело так, что до мелкого пепла. Поскольку, по сути, вся эта крыша, это все как сказать, топливо для огня. Плитка, это Шинглаз горит. Горит пропитка, то есть подстилающий материал, ну, типа рубероида, который тоже желательно использовать. Соответственно, ОСБ плита горит хорошо. И да, я пропитывал все эти свои несущие конструкции огнебиозащитой, но
от хорошего поджога это не спасло. Поэтому гибкая кровля, ребята, и вообще вот единственное, что бы я мог назвать минусом скатной кровли, то, что ее делают из дерева. Соответственно, есть свойство у дерева гнить, есть свойство у дерева быть нестойким к насекомым, всяким этим точильщикам древесным, и горит хорошо. Как бы ты ни пропитывал, все равно будет гореть. Особенно если у тебя такая вот гибкая кровля, как у меня была. Это единственный аргумент в минус скатной кровли, мансарды, подскатной кровли. Если вы как-то придумаете, как сделать скатную кровлю без дерева, без стропильной системы, значит вы всех победили. Я не знаю, как на металлических уголках, что ли, ее может быть сделать. Вот. И второе, конечно, скатная кровля, сделай все, что хочешь, но все-таки, если уж вода туда где-нибудь начнет подтекать, то, ребята, этому ОСБ кранты и к стропильной системе осы, всякие насекомые быстренько съедят вашу эту фанеру. А влагостойкую фанеру использовать очень дорого. Поэтому, наверное, я бы как компромисс делал бы кровлю из металлопрофиля. А металлопрофиль, вы знаете, лучше всего в горячем ключе купить на Ярославского 80. Там есть магазин металлопрофиль, там как раз вам Альбина посчитает, как и что делать для вашей кровли. Все напомнит вам, какие вам взять материалы, она специалист в этих расчетах. Все посчитает, вам все там отгрузят и своим транспортом привезут на ваш участок. И лес привезут, и металлопрофиль привезут, и металл привезут. Любые материалы для стройки. И цемент, кстати, там же тоже можете купить на Ярославского 80 в горячем ключе. В магазине металлопрофиль. Вот, так что я метался по всему городу, то оттуда завозил, то отсюда завозил, потому что я еще делал веранду вокруг первого этажа. Снега выпадает иногда там прилично, под метр. И под дом сваливается с этой скатной крыши такие куски. Поэтому решил от греха подальше сделать себе веранду вокруг дома первого этажа. Плюс я еще делал отдельный домик, типа как для жарки шашлыков, но вот не доделал, только сварил основной каркас. Весь этот металл я брал у металлопрофиля на Ярославской 80, у Максима. Заезжайте туда, хорошие ребята. Вот, что еще? По поводу, почему я сейчас считаю, что лучше сделать максимум окон и основные конструкции отлить из бетона. Потому что вам, по сути, нужно только что? Доска или там, допустим, съемная опалубка для того, чтобы сделать плиты перекрытия, фундамент. То есть делайте из одного материала, из бетона. И одной бригадой залили, залили, допустим, плиту перекрытия, переставили. А если вы вообще, вот как я вам предлагаю, делаете первый этаж и мансарду, то для мансарды вам, по сути, не нужен и плита. Можете сделать перекрытие из бруса или из металла. Вот. Поставить туда металлические перекрытия, потому что у вас там не такая уж и большая крыша будет, и этажей будет мало, то есть основная нагрузка будет распределяться на несущие стены. Армпояс вокруг до первого этажа вам опалубки достаточно будет. То есть если вы выльете первый этаж, как бы я делал, отлил бы все несущие конструкции из бетона, он же вам и армпояс, все готово.
а потом сверху делал бы скатную крышу, а в качестве перекрытия между первым и вторым этажом использовал бы Т-образный ригель металлический. Ну, хотите, можете отлить плиту между первым и вторым этажом. Это просто будет лишняя трата бетона. Но если вам вдруг захочется потом перестроить, надстроить еще этаж, то вы сможете. Если вы собираетесь сделать там трехэтажный дом, то, конечно, заливайте плиты. То есть, смотрите, я сторонник того, чтобы работ было как можно меньше. Чтобы не было вот этих вот кирпича, потом металл, потом бетон, то есть и начинается, тебя считают за кирпичи это, за это, все медленно. А тут приехала бетономешалка, вылила бетон, все, стены готовы. Приехала бетономешалка, вылила бетон, опа, плита перекрытия второго этажа готова. Дальше ставите этот самый, господи, выпало из головы, стропильную систему и делаете крышу. Все, дом готов. Начинаете отделку. Да, если вы захотите облицевать кирпичом, никто вам не мешает. Заложите теплоизоляцию между облицовочным кирпичом и бетонной стеной, и у вас будет прекрасно. Побольше окон поставите, чтобы больше было света, экономия на электричество. Окна можно поставить трехкамерные. Экономия будет и на тепле в этом случае. И все-таки зимы в Краснодарском крае не такие холодные, чтобы бояться большого остекления. А летом можно над каждым окном сделать декоративную шторку или жалюзи металлические опускающиеся. Все будет прекрасно. Зато какой красивый вид, смотрите на природу, вот из-за чего. Ну, вот я бы делал таким образом. В общем, по моему строительству первый этап дома у меня выложили стены из кирпича и, соответственно, заливали перекрытия межэтажные из бетона. По времени это у меня ушло, по-моему, если я припомню, ну, в пару месяцев они провозились, потому что то кирпича им не хватило, то с бетоном что-то. Бетономешалка не могла подъехать, потому что развезло все перед участком, она застревала, на участке, вернее, перед домом, и она застревала. Так что, ну да, пару месяцев они возились. По-моему, это они как раз по весне и строили 2008 года. Пишите мне комментарии, пишите, ставьте мне лайки за мой рассказ, что вам непонятно. Я все это вам рассказываю, предполагаю, что вы посмотрели предыдущие выпуски из серии «Я построил дом», где я рассказывал, что вам нужен проект, как вам нужно сделать фундамент. Помните о том, что бетон полную свою несущую способность обретает за 28 дней, соответственно, быстро так не получится. Ну и обращайте внимание на предыдущие выпуски в этом плейлисте «Я построил дом», где я рассказываю, как делать проект, на что обратить внимание. Естественно, я предполагаю, что вы вот эти все действия делаете по проекту. То есть, если вы захотели сделать стены из, допустим, керамического кирпича, который теплый, который весь в дырочку, вот, то вы это делаете по проекту. Я настойчиво вам рекомендую, несмотря на то, что это Краснодарский край, использовать хорошую теплоизоляцию. Потому что бывают все-таки сейчас резкие перепады температуры, охлаждения зимой. И если вы сделаете, как я вам предлагаю, бетонные стены вылитые, ну это не стены, это скорее несущие такие широкие конструкции, все остальное окна трехкамерные, то вы все равно сэкономите, утепляя стены, сэкономите на отоплении этого дома. Предполагаю, что топиться вы будете газом. То есть я из этого исхожу. Если вы будете топиться, допустим, каким-то твердым топливом, ну, допустим, лесом, то, конечно, вам нужно со остеклением подумать, может быть, его сделать поменьше. Все равно я сторонник больших красивых окон. И прошу вас, посмотрите предыдущие выпуски, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Я в предыдущем видео рассказывал о фундаменте, как его лучше всего сделать, по моему мнению.
Я говорил вам о том, что лучше всего я бы сейчас сделал дом с подвалом, потому что тогда первый этаж был бы теплее. И объяснял, почему нужен подвал. Если коротко, он нужен для того, чтобы все инженерные системы спрятать туда. Типа котла, типа подводки воды, фильтров, которые обязательно надо ставить. Я бы все это спрятал в подвал. Вот. Ну и, соответственно, легче работать со всякими этими, не закладывать в бетон, а можно потом сделать систему водопровода, отопления, если у вас есть подвал. И вообще подвал удобно. Всякое барахло можно хранить там. И тепло. И тепло тогда в доме, первый этаж будет теплее. Вот. А все равно будет прохладным летом, потому что на земле дом стоит. Вот. Ну и плюс подвал это хорошо, потому что можно сделать его повыше, глухим, и тогда первый этаж будет не на уровне земли или там 20 сантиметров, а поднимите первый этаж немножко, там сантиметров на 50 от уровня земли, чтобы на случай залповых ливней вы гарантированно были уверены, что ваш первый этаж не подтопит. Ну а первый подвал, конечно, гидроизоляция. Но это я уже вам пересказывал в предыдущее видео, вот туда и смотрите. Все, всем пока. Подписывайтесь, пишите комментарии.